Ребята, это короткий пересказ всех событий, что в том числе вырезали из серии. В последнее время в аниме очень много вырезают, даже важных персонажей. Поэтому, если вам интересен оригинал книги «Боевого континента 2», то это видео вам точно понравится. Кроме того, здесь самые важные и играющие роль моменты в сокращенном варианте. Нет необходимости долго перечитывать много глав книги, здесь все самое главное. Приятного просмотра! После сражения с 3 братьями злыми мастерами, Хо Юйхао и Ван Цюэр отделились от команды. Хо Юйхао вновь активировал свое духовное обнаружение с помощью Ван Цюэр. Его ментальная сила значительно усилилась, и он смог расширить радиус восприятия до 3 километров за пределы своего обычного лимита. Его вертикальный глаз судьбы, снова открылся, и с его помощью он начал искать следы своей команды. Вскоре Хо Юйхао обнаружил направление, в котором могли находиться его друзья, и потащил Ван Цюэр за собой. По пути они наткнулись на место, где недавно сражались, и хотя тело медведицы исчезло, следы битвы все еще оставались на земле в виде пятен крови и отпечатков. Однако их товарищей из Академии Шрека не было там. Они встретили 3 волков-мутантов. Волки оказались очень умными и сильными противниками с уникальными навыками, такими как умение тьмы и мгновенная телепортация. Несмотря на разногласия, Хо Юйхао и Ван Цюэр были вынуждены сотрудничать, чтобы сражаться с этими опасными зверями. Ван Цюэр проявляет свою огромную силу и ярость, а Хо Юйхао использует свои навыки, чтобы замедлить противников и помочь ей. Важной частью боя является момент, когда волки используют свою телепортацию, чтобы обойти Хо Юйхао и атаковать Ван Цюэр с 3 сторон одновременно. Это был легендарный 3-сторонний навык слияния боевых духов. Этот навык создает мощное давление, которое подавляет Хо Юйхао и блокирует его духовные способности, включая глаз судьбы. 3 волка объединяются в одно целое, окружая и захватывая его в ловушку. Ван Цюэр пытается атаковать своим копьем Золотого Дракона, но это не приносит успеха. В этот момент ее боевой дух усиливается, и она активирует свой 6-й духовный навык – Кровожадность Золотого Дракона. Снежная Дева, душа Хо Юйхао, пытается ему помочь, но даже ее сил недостаточно. Однако, благодаря ее поддержке, Хо Юйхао получает возможность использовать свои навыки, включая доспехи Ледяной Императрицы. В этот критический момент Ван Цюэр соединяется с Хо Юйхао, передавая ему свою силу. Это привело к тому, что его тело покрывается золотыми доспехами дракона, которые обеспечивают ему защиту и огромную мощь. Хо Юйхао был глубоко тронут поступком Ван Цюэр, которая спасла ему жизнь, и ощутил огромную ответственность за ее состояние. Она сказала, что они в расчете, потому что она вернула ему долг за спасение. Хо Юйхао осознал, что ее жизнь сейчас в опасности из-за серьезных ран. Когда Хо Юйхао попытался оказать ей помощь, он был вынужден порвать ее одежду, чтобы обработать самые глубокие раны, несмотря на свое смущение. Используя свои способности, он остановил кровотечение и зашил раны. Тем не менее, Ван Цюэр продолжала терять жизненные силы из-за значительной кровопотери, и ее состояние ухудшалось. Хо Юйхао решил пойти на крайние меры. Он осознал, что его кровь, насыщенная силой золота жизни, может спасти ее. Он начал резать свое запястье, позволяя своей крови капать в рот Ван Цюэр, чтобы восстановить ее жизненные силы. Несмотря на боль и истощение, он продолжал этот процесс снова и снова, в надежде, что его кровь спасет ее от гибели. Эта сцена подчеркивает самоотверженность и решимость Хо Юйхао спасти Ван Цюэр, несмотря на опасность и личную жертву. Хо Юйхао был на грани полного истощения, продолжая передавать свою кровь Ван Цюэр, чтобы спасти ее жизнь. Несмотря на гром, дождя не было, и Юйхао, чувствуя, что жизненная сила Ван Цюэр начала восстанавливаться, наконец расслабился и упал в обморок. Его тело больше не выдерживало. Он потерял сознание, держа кинжал Белого Тигра в руке, его запястье было покрыто многочисленными порезами. В это время команда продолжала искать Хо Юйхао и Ван Цюэр. Они сражались с мощным врагом, темно-золотым медведем жуткого когтя и злыми мастерами духа, которые вмешались в бой. Цай Мэйер, используя свои силы, помогала отбиваться от противников, но напряженный бой вынудил их искать Хо Юйхао и Цюэр, которые пропали. Во время поисков они услышали взрыв, который, как предположила Ван Дунер, был связан с Хо Юйхао. После долгих поисков они заметили палатку, которая оказалась палаткой Хо Юйхао. Ван Дунер устремилась к ней, увидев, что Юйхао лежит без сознания на земле с бледным лицом, а голова Ван Цюэр покоится на его коленях.
Ван Дунер была крайне обеспокоена состоянием Хо Юйхао. Когда она поняла, что его сердце продолжает биться, ее напряжение немного спало, и она начала плакать от облегчения. Все, кто был с ней, включая Цай Мэйер, проверили состояние Хо Юйхао и убедились, что он жив, хотя был сильно истощен. В то же время Ван Дунер заметила, что Ван Сюэр лежит рядом с ним и на ней его одежда. Ван Дунер почувствовала некоторое беспокойство и ревность из-за того, что Хо Юйхао был с другой девушкой, особенно с Ван Сюэр, которая выглядит точно так же, как она. Однако все успокоили ее, напомнив, что, вероятно, они оказались в опасной ситуации и действовали по необходимости. Цай Мэйер обнаружила, что Ван Сюэр получила серьезные травмы, но Хо Юйхао успел их зашить и спасти ее жизнь. Ван Дунер поняла, что Хо Юйхао был вынужден действовать в экстренной ситуации и успокоилась, вновь уверившись в его верности. Согласитесь, очень интересные события, которых вовсе не было в серии. Если вам интересны подобные ролики, напишите в комментариях и поставьте лайк. Так я пойму, что стоит делать еще. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.